Здравствуйте, здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли. Я в теплице, которая покрыта у нас, накрыта пленкой. И я вам уже рассказывала о плохом томате, который мне не понравился. Вот это банан желтый. Характеристики здесь были такие, что он очень хороший, ранний и высокорослый. Но оказалось, что он вообще-то из семян еще при всходах уже был больной. Это меня попросили сказать, кто это, торговая марка «Весна». То есть поставщики семян торговую марку просто подвели, потому что эти томаты заболели кладоспорозом, оливковой пятнистостью, бурая пятнистость, оливковая, по-разному ее называют. И мне пришлось их удалить, но слишком поздно я их удалила, потому что томаты, которые напротив, бобкаты, прекрасные мои любимцы, тоже начали болеть. Вот. Это случилось, я увидела где-то 20-21 июля. Я сначала оборвала листики у бобкатов. Вот какая бурая пятнистость. Очень живые такие споры грибковых заболеваний. Живые кандиды. Но процесс заболевания удалось только на время остановить. И я остановила с помощью сыроватки. Я решила обработать просто сыроваткой. Свежей. Сейчас вам покажу, как это было. Итак, сильная жара. Очень жарко. И от растений, которые я уже полностью избавилась, эти отечественные очень дешевые семена, пошел кладоспороз, бурая пятнистость по растениям. Здесь нормально, а вот на некоторых уже листиках есть вот такая проблема. Сделаю эксперимент, проведу опрыскивание с чистой сыроваткой, ничего не буду добавлять, посмотрим, что получится. Вот он так прогрессирует, начинается, вот она пятнистость бурая. Что ж, будем пробовать. Нужно искать способы. Высокая влажность, не поливаю томаты. Здесь запас влаги и так хороший. Но вот сейчас вот такие появились листики. Надо с этим делом, да, вот и на верхних. Вот она, бурая пятнистость. Да, нельзя покупать очень дешевые семена. Без всяких сертификатов. Надо брать все-таки серьезные, потому что можно потерять и серьезные, дорогие растения с дорогих. Купила свежую сыроватку и опрыскиваю листья под низом и сверху. Посмотрим, что завтра у нас получится. Что будет с этими спорами бурой пятнистости. Ну, вот такая работа сейчас предстоит. Обязательно сейчас вот прямо с бутылки. Вот это очень простая, продается у нас такие опрыскиватели. Листьев немного, сейчас мы обработаем. Так, прошло с момента вечера 27 июля, сегодня 29 утро, с момента обработки сыроваткой. Вот эти пятнышки больше не растут, по крайней мере. Они вот, нету на них пушка. Вот они остановились в процессе своем. На новых не появляется листиках. Здесь вот тоже остановка коричневая. Сгорает, своеобразное сгорение идет. Угу. Вот такая обстановка. Испытание продолжаем. Я думаю, вечером нужно еще раз, уже та же сыроватка, она чуть более прокисла, проведем еще обработку. Вот оно. Вот такая ситуация. Здесь тоже остановился процесс. Нету этого пушка. Ну что ж, продолжаем исследование. После обработки кислой сыроваткой листья начали вот желтеть. Ну, итог то же самое. Стали черные пятнышки появляться. То есть заболевание не удалось установить. Еще через несколько дней обработала молочным коктейлем усиленной дозой без борной кислоты.
болезнь прогрессирует. Благо, что на этих томатах уже собрано в среднем по 7 килограммов плодов очень вкусных, уже все переработано. И нынче я просто надеялась, как и в прошлые годы, что будут вот молодые томатики, и можно будет еще до позднего времени, где-то до сентября, до конца сентября, в октябре получать еще томаты. Но, увы, этот томат внес коррективы, принеся в мою теплицу вот такие неприятные вещи, которые называются споры гриба кладоспориоза. Причем именно семенами появились, потому что я увидела это еще на рассаде. И как-то особо не обратила внимания, потому что впервые с этим столкнулась. И я теперь уже знаю, что эти споры сохраняют свою жизнеспособность и на семенах, если их не обработать, если их не провести обеззараживание. И канидии вот этого гриба могут жить и оставаться до следующего сезона. Им не страшен ни мороз, ни высокие температуры. И вот именно развитие вот этих заболеваний началось у нас с момента, когда влажность воздуха, вот ливни пошли, и когда еще прохлада была, нормально было, а вот когда температура воздуха в тени стала прогреваться свыше 25 градусов, а это идеальные условия для развития спор этого грибкового заболевания, естественно, а сейчас у нас уже 30, 33, 34 в тени, а в теплице и то больше. Ну, а влажность воздуха, хотя дождей нет, у нас резкие перепады, ночью у нас плюс 16, плюс 17, днем 34, то есть половина, и вот это утром все теплицы сейчас влажная такая, конденсат собирается, влажность воздуха повышается, плюс туманы начинаются, а туманы тоже это высокая влажность воздуха. Что же делать? Это еще один аргумент того, что нужно переходить на очень ранние гибриды. И гибриды должны быть устойчивые против кладоспориоза. Буду искать. Ну вот VP есть, я сейчас подойду к нему, покажу. Он более устойчивый к этому заболеванию. Вот. А нужно покупать семена устойчивых сортов к этому заболеванию и в ранние сроки, так как я до 5 августа практически все заготовки уже сделала. Есть еще одна теплица, слава богу, там все хорошо, и там томаты будут допоздна, там высокорослые, а здесь низкорослые. Я сейчас их собираю, вот в ящики, ведра, буду перерабатывать оставшиеся томаты и убираю томаты полностью с теплицы. Ну, пока низкорослые, а вот VP, он более-менее устойчив. По характеристикам он устойчив против бурой пятнистости. Еще называют оливковая пятнистость. Ну а по научному кладоспориоз. Здесь пока нормальная обстановка, но нужно нижние листья обязательно обрезать. Вот пройтись, обрезать листья. Эти томаты пока останутся в теплице, все остальные томаты уходят. Причем они уходят для того, как раз еще один аргумент того, что нужно готовить уже почву к следующему году. Потому что годы сейчас у нас все более, летний сезон очень короткий, и нужно успеть почву запустить, чтобы здесь были все нужные питательные вещества. Но я буду об этом отдельно говорить и очень скоро. Вы были на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород и цветы». С вами Раиса Горяченко, которая пришла еще раз к тому же выводу, что нужно обязательно использовать семена ранних гибридов томатов, семена покупать у проверенных производителей семян и стараться высаживать рассаду и высевать семена в те сроки, чтобы получить очень раннюю продукцию до конца июля, начала августа. На этой позитивной ноте, опыт всегда это очень хорошая штука и очень самая ценная, кстати, штука, поэтому я на такой позитивной ноте говорю вам пока-пока, будьте мне здоровы, хороших вам растений, здоровых вам растений и хороших урожаев.